Приветствую всех на нашем канале. Сделал супруге несколько аватарок из ее фотографий. И тут началось. Все ее знакомые: а сделай мне, а сделай мне. Так сделайте сами. А мы не умеем. Ничего. Я вас сейчас научу. Итак, что нам для этого понадобится? Просто чтобы у вас был установлен Photoshop. Кстати, у меня Photoshop довольно старенький. CS5, в нем минимальный набор функций. Он со мной где-то, не уверен, что с Windows XP, но вот с Windows 7 точно. И знаете, мне его хватает. У вас, наверное, лучший, но даже если у вас такой минимальный, и его хватит. Значит, сейчас покажу. Вот, скачал в интернете такую фотку Анджелину Джоли. И вот что из нее можно сделать, буквально не обладая никакими знаниями. Итак, приступим. Итак, мы исходим из того, что человек не знает ничего ни в фотошопе, ни в чем-либо еще. А нам для начала надо подготовить данную фотографию. Как видим, она очень низкого качества. Тут 41,8 килобайта. И довольно маленькое разрешение, но дело не в том. Нам надо убрать весь этот фон для начала. И делать мы это будем не в фотошопе. Сейчас все покажу. Для начала заходим на этот сайт. Ссылка на него будет в описании. Здесь нам надо для начала войти. Я использую Google, свой аккаунт. Так, я уже вошел. И вот самое первое верхнее средство для удаления фона изображения. Так, нажимаем на эту кнопочку. Вот моя папочка. И вот эта фотография. И немножко ждем. Ага. Опускаемся ниже, оно уже готово. Так, здесь у нас вообще без фона прозрачный. Это не подходит. Надо выбрать, чтобы был хоть какой-то фон. Так, и тут, конечно, лучше скачать, но я уже скачать в HD качестве. Но поскольку я уже все использовал, свое, что в HD качестве, то я буду скачивать в чем есть. Так. Буду скачивать JPEG. Мне просто так удобно. Так, вот в эту папочку. Пускай будет 7. Вот моя папочка. Вот она, 7-я. То есть фон мы убрали, который весь здесь был. Но есть нюанс. Фотография очень низкого качества, и разрешение тут 500 на 400. То есть в фотошопе работать будет немножко, сложновато. Что делаем дальше? А дальше нам понадобится другой сайт. Тоже ссылку оставлю в описании. Загружаем сюда эту 7-й номер. И тоже. Нет. Потом здесь выбираем V1.4 или здесь ставим точку. На ваше усмотрение можете поиграться и там, и там. Это не суть. И нажимаем кнопочку «Исполнить». И тоже ждем. Здесь вот видно, обработка так движется, такая серенькая полосочка, не знаю, видно вам, нет. Если же она не движется, надо перезагрузить сайт, страницу перезагрузить, она иногда бывает зависает. Поэтому если ничего не происходит здесь, не движется сереньким полосочкой, тогда перезагружаем и заново. Итак, я нажимал на паузу, потому что прошло примерно минутки 3-4. И вот у нас появилась обработанная уже фотография. Как видим, и килобайт больше. Вот мы ее сейчас и скачаем. Да, скачать можно либо здесь нажать, либо здесь. Это не суть.
Сейчас ее сохраняем. Что-то я ее тут не вижу. Появилась. Так, 139 килобайт, а это у нас было только 32. Ну, отрываем. Ну, вот это уже качество, которое вполне хватит, чтобы работать с ним в Photoshop. Как видите, пока никаких знаний от вас не требуется. И в конце не потребуется тоже. Просто открываем в Photoshop данное изображение. Здесь нажимаем на фильтр, галерея фильтров. И здесь надо зайти, вот имитация, самая верхняя папочка. Выбрать очерченные края. И здесь вы уже играете в зависимости от вашей фотографии со всеми ползунками. Не бойтесь экспериментировать. То есть передвигаем их как вы хотите. Интенсивность двигаем. То есть, как видите, то, что вам надо. Вот. И тоже двигаете как вы хотите. То есть выбрали положение ползунков, что вам подходит, и нажимаем ОК. Все, мы получаем рисунок. То есть никаких знаний, все делается довольно быстро. Теперь вы можете сохранить этот файл. Вот, нажали сохранить как. Советую сохранять для начала в максимальном разрешении. Ну и потом уже делать аватар, фоном играться, все, что вам нужно. Ну а на этом все. И до следующих видео. Всем удачи!